Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир. Я и моя девушка продолжаем автопробег по Евросоюзу. Канал потихоньку набирает подписчиков, и это радует. И перейдя на него, вы уже сейчас можете смотаться с нами в Доминикану и на Кубу. Ролик, который вы смотрите сейчас, второй по счету из длинного и насыщенного путешествия по странам Шенгенского соглашения. Садитесь поудобнее, и мы начинаем. Приехали в замок Шато Вевес. Жалко, не видно отсюда другого замка, он заброшенный. Там просто огороженная территория частная. Я попытался забить его в навигатор его не увидел. Я про него читал, он заброшенный, это частная территория. И он в ужасном состоянии, но от этого не становится менее притягательным. Я также читал, что можно пройти через лес, займет минут 20-25. Покажу кусочек с интернета. Миранда Кэстл также известен как Нуази Кэстл, французское название Шато де Нуази, заброшенный замок 19 века, расположенный в Бельгии, провинция Намур, поселок Сель. Замок был построен английским архитектором в 1860. Но мы не стали этого делать. Во-первых, погода не шептала, а во-вторых, на это тратить часа два было жалко. Да и быть пойманным не хотелось, так как частное владение. Хотел немножко акцентрировать внимание на пересечении границ в еврозоне, так как их нету и они обозначены простыми знаками. Но при аренде автомобиля желательно указать, куда вы едете. Возможно, это выльется какие-то дополнительные деньги, но вы будете спокойны. Потому что если что-то случится с машиной на территории другого государства, вы с чистой совестью можете позвонить и объяснить проблему, и вам помогут. Многие конторы не берут за это деньги. По поводу навигатора. Я пользуюсь Maps.me. Скачивайте через Apple Store. У него два плюса. Она бесплатная, и при использовании не нужен мобильный интернет. Для более точного определения вашего местоположения не забудьте включить GPS. Это приложение универсальное, вы можете использовать как при пеших прогулках, так и при поездках на поездах. При этом не забудьте нажать соответствующий значок. И не забудьте скачать карту города или страны, куда вы едете. Они все бесплатные и представлены в самой программе. У нее есть минус, конечно, она прокладывает самую короткую дорогу. И бывает поведет по такой дороге, которую дорогой назвать сложно. Старайтесь ориентироваться по оранжевой дорожке, она главная. Но если совсем большой крюк, то на свой страх и риск. Нравится, что видишь? Подписывайся. Нравится, что слышишь? Оставляй лайк. Если ты пиши комментарий, обсудим. Перешли видео друзьям. Если ты еще здесь, значит тебе нравится. Погнали дальше. Люксембург. You are the spark when I'm blind in a dark room. I am a shark and there's blood in the water. We're far apart, but I'm looking right at you. We're far apart, let's bring it together. I think I like you. Мы в Люксембург. Смесь французского, немецкого и голландского. Люксембургцы себя называется Лейцебоя. Самая главная достопримечательность — казематы Бог. У них протяженность 17-20 километров. Во время войны там, видишь, умещалось 30-35 тысяч человек. Еще и Люксембург славится своими винами. Это здание герцога Генриха. После этого имени идет счет Генрих такой-то, такой-то, такой-то. Здесь 170 национальностей, больше всего португальцев. И зарплата у них самая большая в Евросоюзе. 1923 на данный момент евро.
Ты в курсе, что их премьер Ксавье какой-то известен своим однополым браком? Первый в Евросоюзе гомосексуальный брак действующего премьер-министра заключен в Люксембурге. Глава правительства, 42-летний Ксавье Бетель, узаконил отношения с бельгийским архитектором 39-летним Готье де Стене, с которым состоял в гражданском браке с 2010 года. Этот один из двух лифтов, соединяющий верхнюю часть города с нижней. Кстати, вот эти лифты, они работают с 6 часов до 2, по выходным до 4 часов утра. Конечно, на наше впечатление повлияла погода. Если бы было солнце, наверное, были бы другие ощущения. Но все равно, по мне, очень скучный город. Зацепиться глазу не за что. Все какое-то такое прямоугольное. Пытаемся найти замок Амсенбург. В Люксембурге бензин дешевле. Допустим, в Бельгии 1,5, в Люксембурге 1,27, 1,3. Я здесь налил полный бак. Выходить не будем. Бёрд, кальмар какой-то. Кальмар. Кальмар, бёрд. А это, видимо, у них там какие-то розочки растут. В частном владении, похоже. В частном владении, похоже, да? Ну, видишь, никуда не пройдешь. А вот сюда что за поворот? Да, вот видишь, ворота. Какой-то округ Барпонье, деревня Компажен. Компажен. Так, вот где-то вот здесь уже. Вот Мишель, хозяин. Avec Isabelle, alors. Мы купили лазанью, нам сделали вот такой вот ужин, подогрели. А я купил пиво Гримберген. Кстати, оно у нас поставляется, импортером является Балтика. Но я его дома у нас не покупал. Хочу попробовать его здесь, естественно. Убежден, что это лучше. Варится оно 1128 года монахами. Короче, одноименная, насколько я помню, деревушка. 6,7 оборотов. Утречка, 7:30. Вот наш лофт. Я пользуюсь двумя платформами, Booking.com и Airbnb. Сразу залезаю в Booking.com. Ставим город, мы берем машину, поэтому фильтра ставим с парковкой. Как правило, Booking.com в больших городах. С парковкой там сложно. Для этого есть Airbnb. Это вот для таких вот деревушек, промежуточных пунктов. Я строю маршрут, примерно понимаю, сколько займет времени. Если вы еще нигде не зарегистрированы, а что за разница? Я вообще ничего не буду говорить. Ни в Booking, ни Airbnb, вы первый раз едете, допустим, вдвоем, втроем толпой. Один человек регистрируется, делает заказ, пересылает ссылку, которую ему пришлет Booking.com. Он делится со своим товарищем, с которым едет. Этот товарищ по этой ссылке регистрируется, и тот первый, кто заказал гостиницу, получает 1000 рублей. Что касаемо Airbnb. Такая же система. По окончании регистрации поездки тот, кто скидывал ссылку, получает, по-моему, в районе 1000 с чем-то рублей. А кто зарегистрировался, в районе 200, по-моему. Но не живыми деньгами, просто скидку на следующее бронирование. А в Booking.com падает на карточку. Завтрак шикардосный. Очень уютный и классный. Вот это обязательно надо отзыв нам оставить. Гостиница находится где-то 20 километров от границы с Люксембургом. Нам она обошлась 6300. Это конец августа. Рядом находится пивоварня Ла Шуз. 15 километров. Мишель не понимает английский. Я не понимаю французский. Как могу на английском? Просто обаятельные люди и впечатление замечательное. Внизу будет ссылка на этот отель. Всем советую. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает.
I don't know this new shoe. After completely. Lupulus. Ага. Это на первом, это на втором. First, second. Завтрак закончился, и нам Мишель с Изабеллой подарили вот такие вот вещи. Вот это я вообще не слышал, что это за пиво. Спасибо. В 17 километрах от Лашув находится Бразари Лупулус. Это видео про две пивоварни носит чисто информационный характер. Во-первых, потому что про существование Бразари Лупулус я узнал только по возвращению домой. А во-вторых, хотели заехать в пивоварню Лашув, но дорогу перекрыли. Да-да, потому что мы тупо проехали поворот из-за того, что он был перекрыт. А перекрытие поворота с трассы нам не указало приложение Maps.me. И разворачиваться в сторону 30 километров не очень хотелось бы. Едем в сторону самой экологичной гостиницы в мире. Она сделана из глины, из деревьев, из всех материалов, экологически чисто. Звезды не имеет. Видит троянского коня, номера, там еще что-то, какой-то подводный капитана Немо. Посмотрим, надеюсь, пропустят. Ну где эта гостиница? Она сказала вот так вот, вот так вот. Отель «Аллея гномов». В этом отеле 11 номеров, но какие я статьи не читал, везде написано 10. Как в крепостях опускается, заходишь в домик. Вот там поставим, вон там. Ну что тут? Это ванна. Это экологически чистый отель. Пещера. Еще один номер. Не знаю, сколько стоит денег, она разговаривает только по-французски. Вот это номер Немо. Да нет, по-моему, нельзя открыть. Ладно, не закрыть. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании. Пойдем. Ну вообще крутяк. Как тебе, Пуф? Ты мне скажи, как тебе?
Вообще забавно. Я такой первый раз вижу. Ну что, поехали дальше в Дюрби. Едем в самый маленький город в мире, как заявлено. Ну что, заинтригованы? Потерпите недельку, и вы все сами увидите. В следующем выпуске мы уже доберемся, скорее всего, до Брюсселя. Но по пути увидим очень много интересного. Спасибо тем, кто посмотрел этот ролик до конца, кто подписан на мой канал. Не забывайте ставить лайк и оставлять комментарии, это очень важно. Увидимся через неделю. Пока.